Почему нам стоит ждать Spore 2 и главное от кого? Всем привет, с вами Developer, и сегодня мы поговорим о долгожданном продолжении игры всех времен и народов. Думаю, вы удивлены, поэтому давайте заранее развеем все ваши страхи и сомнения. Сегодня мы не будем говорить про No Man's Sky, Stellaris, The Internal Cylinder и похожие игры, потому что это на самом деле совершенно отдельные и самостоятельные проекты. Сегодня мы не будем говорить про Spore Galactic Era, потому что про эту команду ничего не слышно вообще с момента их создания. Также сегодня мы не будем говорить о Proxy, новой игре Уилла Райта, создателя Споры, потому что это вообще не симулятор эволюции, а симулятор искусственного интеллекта. Так о чем же тогда сегодня пойдет наш разговор? А пойдет он про то, о чем в русскоязычном сообществе никто не говорит и, наверное, даже не знает, к моему великому удивлению. И именно поэтому сейчас я здесь и рассказываю вам про новые и неизведанные вещи. Итак, первая часть видео посвящена проекту Creature Sim. Это фанатский ремейк Споры, разработка которого ведется с 2018 года. Чем же интересен этот проект? В нем есть тот самый вырезанный этап рыбы, от которого разработчики оригинальной Споры отказались на стадии создания. И даже более того, с этим этапом связаны несколько новых эволюционных цепочек. Завершая этап рыба, вам предстоит выбрать либо легкий и переход в наземную стадию, либо жабры и остаться жить в океане. При этом существа с жабрами смогут выходить на сушу ненадолго, а существа с легкими могут плавать под водой, но тоже недолго. В плане графики, а также флоры и фауны игра напоминает No Man's Sky. Существа и растения здесь не мультяшные, а вполне реалистичные. А вот редактор существ своим дизайном слегка напоминает редактор из той самой демки Споры 2006 года. Разрабатывает Creature Sim не какой-то ноунейм, а человек, ранее уже создававший несколько глобальных модов для Спор, таких как Forgotten Spore, Better Spore и Titan Spore, сорян за мой акцент, обзор на который я делал когда-то в далекие времена. Также у него на канале есть цикл роликов, посвященных сюжету и лору Спор под названием «Сказания Стива». И, если честно, мне не до конца понятно, почему в русском сегменте про него никто не знает, а его видосы так и не перевели и не озвучили. Знаю, что мой канал смотрит очень талантливый художник и аниматор Риджи Гладосин, который помимо всего остального еще и хорош в озвучке. В общем, Риджи, если ты сейчас это слышишь и видишь, то просто знай, что в твоей озвучке это будет шикарно. Вообще, Илья довольно занятой человек, но на всякий случай оставлю ссылку на его канал в описании. Вдруг он прислушается и выпустит все-таки что-нибудь интересное. Ну а вообще я отвлекся. Проект Creature Sim очень интересен и даже по-своему прекрасен. Только вот, к сожалению, он находится лишь на стадии разработки, и его нельзя скачать. Однако ждать его выхода определенно стоит. А вот следующий проект, который мы рассмотрим, можно даже скачать и поиграть в него, хотя он еще находится на стадии тестирования. Это проект, на удивление, так же как и Creature Sim, имеет малую популярность в русскоязычном сегменте, но все-таки про него кто-то знает, потому что именно про этот проект я узнал еще год назад от подписчика, и даже как-то проводил по нему стрим. Игра называется Thrive, что с английского переводится как «процветать», и сама эта игра является прямым наследником эволюционных идей Spore. Однако уникальность и особенность этого проекта в том, что он, в отличие от основной Споры, является более серьезным и научным. Если кто-то помнит мой видос про научность Споры, то там я докопался до отсутствия многоклеточного этапа, естественного отбора и вообще кучи всего научного. Так вот, в игре Thrive все это будет соблюдено, да и причем соблюдено с избытком. В самом начале наша клетка не просто дрейфует по мультяшному первичному бульону, встречая различных многоглазых клеток, а поглощает вполне реальные химические соединения, такие как кислород, глюкоза, аммиак и фосфаты. Вообще, Thrive является глобальным научным переосмыслением Спора, в котором планируется множество путей эволюции. По нынешнему концепту игры можно будет даже поиграть за растения, однако способности к разуму будут ограничены. И хоть на данный момент допилен только многоклеточный этап этой игры, однако разработка все еще ведется, и причем ведется довольно активно. Планы у проекта просто грандиозные. И проект не стоит на месте, а это радует. Поэтому давайте не будем хранить Спор раньше времени, ведь прямо сейчас готовится проект, который способен взорвать не только Спор комьюнити, но и всю игровую индустрию. С вами был самый оптимистичный среди спорных и самый спорный среди оптимистичных каналов, канал Developer Studio. До новых встреч и да хранит вас всемогущий Спорий.